Всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык и хочет слышать аутентичную, но немного адаптированную русскую речь. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Сегодняшний подкаст предназначен для студентов, чей уровень примерно B1, B2. То есть речь будет совсем чуть-чуть адаптировано. Практически вы можете быть уверены в том, что слышите нормальную речь, как я обычно говорю со своими друзьями, с близкими, с родными, может быть, чуть-чуть помедленнее. Надеюсь, что вам будет комфортно, потому что очень важно знать свой уровень русского языка. Если контент, материалы, которые вы используете, являются слишком легкими для вас, то прогресса не будет. Если они являются слишком трудными для вас, то это может вас демотивировать. Поэтому очень важно найти именно ту тему, именно тот темп речи, если хотите, именно тот голос и того человека, которого вам приятно слушать, на которого вам приятно смотреть, и тему, которая вас интересует. Друзья, сегодня у нас тема, на мой взгляд, актуальная, интересная и касающаяся каждого из вас, из нас, потому что я тоже студент, я изучаю испанский язык. Иногда бывают такие ситуации, что мы просто великолепно говорим на иностранном языке. Мы говорим практически не задумываясь о грамматических правилах. Мы говорим очень быстро, естественно, легко. Мы не испытываем никакого стресса. Но бывают дни, наоборот, когда мы даже не можем вспомнить какие-то простейшие слова, вспомнить какую-то лексику, которую мы учили на начальном этапе. Один день мы говорим на иностранном языке хорошо, другой день мы говорим просто отвратительно. Почему так происходит? Я всегда шучу, что, наверное, это как-то связано с положением Луны, с положением звезд на небе. Но на самом деле, дорогие друзья, это бывает со всеми студентами, изучающими иностранный язык, и ничего страшного в этом нет. Давайте обсудим эту тему, почему происходят такие не поддающиеся объяснению вещи с нашей головой, с нашим мозгом. Напомню, что вы можете включить субтитры на русском или на любом другом иностранном языке, иностранном для меня, родном для вас. Также вы можете абсолютно бесплатно скачать PDF-файл с транскрипцией на моем сайте russianradioshow.com. Русское радиошоу. Давайте попробуем разобраться, почему происходят такие ужасные ситуации, которые нас просто выбивают из колеи. Очень хорошая фраза «выбивать из колеи». Это значит, что у нас есть план, у нас есть, если хотите, дорога, по которой мы идем к своей цели, но иногда случается что-то, что нас с этой дороги сбивает, выбивает из колеи. Почему происходят эти ситуации? Давайте начнем с понимания, как работает вообще наш мозг. Я нашел очень интересную научную информацию, но я сам не люблю, когда авторы подкастов или влогов говорят на сухом научном языке, поэтому я решил такую выжимку, концентрацию только предложить вам. Итак, как работает наш мозг, когда мы говорим на иностранном языке? При использовании второго языка, оказывается, активируются другие участки мозга. То есть не те участки, которые активируются, когда мы говорим на родном языке, а другие участки. В том числе части, которые отвечают за контроль и рабочую память. И когда мы устаем, когда мы, например, не выспались, когда мы плохо себя чувствуем, когда мы нервничаем, мозг начинает экономить энергию. Это как наш смартфон иногда
переходит в энергосберегающий режим, то есть он экономит энергию. Наш мозг — это такой же смартфон, хотя, мне кажется, это все-таки суперумный компьютер, а не смартфон. Так вот, наш мозг тоже включает такой энергосберегающий режим. И мозг начинает тратить энергию только на самые важные вещи, чтобы мы могли найти дорогу, чтобы мы не потерялись в пространстве, чтобы мы могли объяснить что-то на своем родном языке. А все то, что нашему мозгу кажется не таким важным, второстепенным, он на это просто перестает тратить энергию. Поэтому действительно, если мы плохо себя чувствуем, если мы устали, если мы не выспались, если мы нервничаем, если мы думаем вообще о каких-то других важных вещах, если мы испытываем стресс, то наш мозг начинает просто экономить энергию, и мы плохо говорим на иностранном языке. Не только это мы делаем плохо, мы делаем плохо какие-то другие вещи, которые нашему мозгу кажутся второстепенными. Поэтому действительно, если мы себя плохо чувствуем, то мы хуже начинаем говорить на иностранных языках. Но бывают такие ситуации, и у меня тоже, когда я отлично выспался, я полон энергии, я прекрасно позавтракал, я немного погулял с Мартином, например, и у меня начинается урок, и я начинаю плохо говорить на иностранном языке. И в такие минуты я задаю себе вопрос, почему? Друзья, опять-таки это связано с нашим мозгом. Нам кажется, что мы отлично себя чувствуем, но, например, мы можем параллельно думать о чем-нибудь другом и просто быть менее сконцентрированным. Например, иногда я плохо говорю на иностранном языке, хотя прекрасно выспался и полон энергии, потому что перед уроком я работал. Я писал сценарий нового влога. И мой мозг по инерции продолжает параллельно думать об этом. То есть вместо того, чтобы сконцентрироваться на уроке, я, сам того не осознавая, на самом деле думаю о подкасте, о работе, о студентах и так далее. Поэтому очень важно, когда вы говорите на иностранном языке, быть сконцентрированным на 100%, сфокусированным даже не на 100, на 1000000%. Мне очень нравится такая метафора от одного известного российского лингвиста, что каждый новый язык — это как дверь в маленькую комнату. И если вы, например, говорите на своем родном языке, а потом начинаете говорить на иностранном языке, вы должны представить, что вы вышли из комнаты своего родного языка и вошли в комнату иностранного языка. Все, там другая мебель, там другой запах, другая атмосфера, там вообще другой мир. И это помогает сконцентрироваться именно на этом языке. Поэтому очень важно, когда мы говорим на иностранном языке, не только физически себя хорошо чувствовать, но и полностью погрузиться в этот язык. Наш мозг должен концентрироваться именно на этом языке, не думая о параллельных каких-то менее важных вещах. Следующий пункт. Язык — это не лестница, это американские горки. Я знаю, что во многих странах вы называете эти горки русскими, мы их называем американскими. Да, когда вы говорите на языке, когда вы используете язык, когда вы изучаете язык, вы не всегда идете вверх. Вы иногда идете вверх, иногда вниз, иногда опять вверх, иногда опять вниз. Исследование Кембриджского университета, проведенное в 2023 году, выяснило и показало, что даже у взрослых учащихся уровень беглости, точности и словарного запаса колеблется от занятия к занятию, и это нормально. Это даже получило название, термин в переводе на русский язык «языковая изменчивость». То есть это нормально. То, что на одном уроке вы говорите хорошо, на другом говорите плохо. Это нормально, это бывает у всех. Если вы занимаетесь спортом, то вы тоже замечаете что-то похожее.
Я часто, кстати, сравниваю занятия спортом и изучение языка, потому что очень часто действительно эти вещи похожи во многом. Также есть эффект плато, также есть какие-то другие вещи. Так вот, вы замечали, что иногда, когда вы занимаетесь спортом, вы тоже как-то без удовольствия это делаете. Вам тяжело делать упражнения, хотя вроде вы хорошо выспались, отдохнули и так далее. Потому что в спорте, как и в изучении языка, все это колеблется от занятия к занятию. Поэтому это нормально. Переживать не нужно по этому поводу. И самое помните, что нормальная часть развития — это так называемые зигзаги прогресса. То есть иногда вверх, иногда вниз, иногда вверх, иногда вниз. Это нормальный, абсолютно нормальный процесс. Поэтому переживать из-за того, что у вас уровень языка C1, а вы не можете вспомнить слово, которое обычно знают студенты уровня А1, не нужно. Это нормально. И чтобы вы поняли, что это нормально, было проведено одно исследование, и по результатам этого исследования выяснилось, что 68% студентов, чей уровень B2, C1, говорят, что у них бывают дни, когда они очень плохо говорят. 68% студентов, друзья. 80% связывают это не со знаниями, а с усталостью или стрессом, о чем я, собственно, и говорил. 92% студентов сказали, что через день-два все возвращается к норме. Вывод: плохие языковые дни — это не только нормально, но и это временно. Это временно. Что же делать в плохие языковые дни? Первое. Принять это состояние и не ругать себя. Не переживать. Как я сказал, это нормально. У меня есть студенты, которые переживают, когда не могут что-то объяснить. Я всегда говорю: все нормально, успокойтесь, это бывает со всеми. Так что нужно просто принять это состояние. Второй совет. Нужно переключиться на другой вид активности. Если вам сегодня трудно говорить, это не значит, что нужно забросить язык и сказать: сегодня не буду ничего делать. Нет, если вам трудно говорить, вы можете послушать подкаст, вы можете что-то почитать, вы можете что-то написать, посмотреть видео на YouTube. Просто переключиться на другой вид активности, на другой вид деятельности. Говорить не получается, слушать всегда получается, смотреть видео всегда получается. И самое главное, помните, мозг учится даже тогда, когда кажется, что нет прогресса. Даже маленький шаг вперед, я всегда это говорю, это шаг вперед, это не шаг назад. Поэтому если вам трудно говорить, все равно это маленький шаг вперед. Вы стараетесь говорить, ваш мозг начинает работать. Да, может быть, он не работает так, как вам хотелось бы, но он работает. Это шаг вперед. Итак, итог нашего сегодняшнего подкаста. Помните, что плохие языковые дни — это норма и это временно. Даже у преподавателей, у профессиональных переводчиков, даже у носителей языка бывают плохие языковые дни. Иногда я даже не могу вспомнить какое-то русское слово и начинаю думать: почему? Я же знаю это слово, я носитель русского языка. Ваш мозг не забывает язык в такие дни. Он просто берет выходной. Он просто занят какими-то другими делами. Поэтому это нормально, не переживайте. Друзья, расскажите, пожалуйста, часто ли у вас бывают такие плохие языковые дни? Может быть, у вас есть какие-то советы? Напишите, вы тоже, как и большинство студентов, переживаете, когда, имея высокий уровень языка, не можете объяснить какие-то простые вещи. Поделитесь вашим опытом, напишите комментарий. Кстати, если вы слушаете аудиоверсию на платформе Spotify или на какой-нибудь другой платформе, я хочу вам напомнить, что у меня есть канал на YouTube, и там намного больше контента. Там есть все видеоверсии всех подкастов, и плюс там есть очень много разных влогов. В этих влогах я гуляю по городу,
рассказываю какие-то интересные вещи и полезные вещи для студентов, знакомлю вас с полезной, интересной лексикой, объясняю какие-то грамматические правила. Так что, друзья, если вы пока еще не подписаны на мой YouTube-канал, обязательно сделайте это, подпишитесь, поставьте колокольчик, нажмите колокольчик, чтобы всегда быть в курсе появления новых видео и новых подкастов и новых влогов. На сегодня все. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Изучайте русский язык с удовольствием, изучайте русский язык с русским радиошоу и не переживайте, когда у вас бывают плохие языковые дни. Пока!